О целесообразности правильного питания, я думаю, известно практически каждому. С детства нас пичкали молоком, свежими фруктами и овощами. Однако реклама побеждает, и на первое место у нас выходят чипсы, фастфуды, сухарики, кока-кола, пиво. Итак, как же правильно питаться и как же, наконец-то, похудеть, не нанеся вред своему организму? Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Здравствуйте, мои хорошие. Правильное питание предполагает не диету, а добровольный отказ от продуктов, которые портят не только внешний вид, но и здоровье. Если вы решили, что пора привести в норму свой вес, состояние кожи и внутренних органов, то этот выпуск однозначно поможет вам воодушевиться и составить план похудения и оздоровления. Подготовьте меню и настройтесь на то, что привыкание к иной пище будет непростым. Ключевыми моментами рационального питания являются не только определенные продукты и периодичность трапез, но и подсчет калорий, процентного соотношения белков, углеводов и жиров. Вы должны знать, какая для вас идеальная суточная норма калорий с учетом физических нагрузок и прочих энергозатрат. Только так вам удастся достичь своего идеального веса и поддерживать его. Программа похудения довольно проста. Не потребляем большего количества калорий, нежели нам нужно, и занимаемся спортом. Особое внимание следует уделить завтраку. Он должен присутствовать обязательно. Если вы никогда не ели по утрам и вам сложно перестроиться, то начните с того, что откажитесь от ужина. Через пару дней утром вы будете просыпаться с аппетитом. Завтрак должен быть самым калорийным приемом пищи, и в течение дня порции уменьшайте. Отмечу, что кушать каждые 2-3 часа, как многие думают, не является правильным. Пища переваривается в организме около 6 часов. К примеру, если вам нужно за день употребить 2500 килокалорий, а средняя порция содержит около 500 килокалорий, то рациональнее всего будет кушать 5 раз в день, если вы обходитесь без перекусов. Не забываем, что необходимо правильно готовить пищу, то есть варить и запекать, использовать гриль и пароварки. Здоровье человека чаще всего губит именно жареная пища, которая содержит избыточное количество жира. Обратите свое внимание на раздельное питание. Не стоит воспринимать его слишком категорично. Употреблять белки и углеводы одновременно – это нормально. Практически все продукты содержат их в совокупности. Единственное, к чему призывает таблица совместимости продуктов – не кушайте мучных изделий или же мясо с макаронами. Замените последнее овощами. Рассмотрим схему похудения на конкретном примере. Запомните, основное – никаких диет и вегетарианства. Худеем посредством правильного питания. Первым делом исключаем сахар, жареные, колбасы, полуфабрикаты. Все готовим сами, чтобы знать состав и калорийность продуктов. Следует обзавестись кухонными весами, чтобы взвешивать свои порции и случайно не переедать. Ну и, конечно, сдать калорийность продуктов, из которых вы готовите. Данную информацию легко найти в интернете. Все продукты взвешиваются до готовки. Настройтесь на то, что вашим верным другом на кухне станет калькулятор. Конечно, первое время будет непривычно считать калории перед тем, как приступить к приготовлению пищи. Но недели через 1,5-2 вы втянетесь и уже практически перестанете заглядывать в таблицы. Итак, представим девушку Таню, студентку театрального вуза, 25 лет, ростом 165 сантиметров и весом 60 килограмм. Для начала рассчитаем ее идеальный вес. Не пугайтесь, расчеты несложные, и я постарался для вас по максимуму упростить все математические действия. Как же это сделать? Методик расчета идеального веса существует множество, все они допускают небольшую погрешность в вычислениях, так как рассчитаны на усредненные цифры. Поэтому предлагаю воспользоваться самой простой, но в то же время довольно точной формулой, которую предложил антрополог из Франции Поль Брок. Вес равен росту минус коэффициент. При росте до 165 сантиметров коэффициент равен 100. До 175 сантиметров – 105. Свыше 175 сантиметров – 110. По мнению специалистов, формула Брока верна для людей, чей возраст находится в диапазоне от 40 до 50 лет. Если вам меньше 40, то оптимальный вес, рассчитанный по формуле Брока, должен быть уменьшен на 12%.
Если же больше, то результат необходимо увеличить на 7%. Считаем идеальный вес девушки. 165 минус 105, получаем 60. И вычитаем 12% от 60, это 7,2, получаем 52,8 килограмма. То есть идеальный вес девушки находится в районе 52-53 килограмм. Если сейчас он 60 килограмм, то результат, которого она хочет достичь, именно 52-53 килограмма. Теперь нужно рассчитать суточные энергозатраты Татьяны, для чего воспользуемся готовыми таблицами. Находим по таблице номер 1 скорость основного обмена веществ в час. В соответствии с возрастом и полом в нашем случае это 36. По второй таблице находим коэффициент площади поверхности тела в зависимости от роста и веса. Это 1,7. Умножаем эти две цифры и получаем скорость основного обмена веществ девушки в час. 36 умножаем на 1,6, получаем 57,6 килокалорий. Умножив данную цифру на 24, получаем скорость основного обмена в сутки. 57,6 умножаем на 24, получаем 1382,4 килокалорий. То есть для нормального функционирования организма Тани в состоянии покоя в сутки требуется 1382,4 килокалорий. Но она же не сидит на месте весь день, скажете вы. Она ходит на учебу, занимается домашними делами, спортом и так далее. Конечно. Именно для этого придуман еще один коэффициент уровня физической активности, основанный на собственной оценке уровня активности. Далее мы умножаем получившуюся цифру на коэффициент уровня физической активности, взятый из третьей таблицы. Уровень физической активности – это общее число калорий, которые человек ежедневно сжигает в ходе любой деятельности. Например, коэффициент 1,4 означает, что она ежедневно расходует калорий в 1,4 раза больше, чем скорость основного обмена веществ. Наша подопечная относится к первой группе, но так как она будет активно заниматься спортом, смело можем перевести ее во вторую группу с коэффициентом 1,6. Считаем 1382,4, умножаем на 1,6, получаем 2211,84 килокалории. Эта цифра характеризует ее ежедневные энергозатраты. А теперь самое главное, как же правильно похудеть? Для безопасного сброса веса необходимо сократить суточное количество калорий на 10-20%, но не более. То есть в нашем случае максимум на 442 килокалорий. Лишь тогда вес не будет возвращаться и организм не пострадает. Также стоит обратить внимание, что сокращаются калории за счет углеводов и жиров, но при этом увеличиваются белки, чтобы поддерживать мышечную структуру и сохранять баланс энергии. На сегодня наш выпуск подошел к концу. Не болейте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!